Есть причина, по которой вы здесь в этот момент. Это не совпадение, не случайная встреча. Нет, дитя мое, это божественное выравнивание. Вас привело сюда нечто гораздо большее, чем вы можете видеть, нечто гораздо более глубокое, чем вы можете понять. Вы можете подумать, что просто нажали на это сообщение, но истина гораздо глубже. Небеса организовали этот момент для вас. Это место, где вам откроется божественная тайна, священный ключ, который откроет ту самую победу, о которой вы молились, которую жаждали и к которой стремились. Но я знаю, что ты чувствуешь. Я знаю сомнения, которые омрачают твое сердце. Я знаю боль, которую ты молча терпел. Были времена, когда казалось, что все рушатся. Ты смотрел на свою жизнь и задавался вопросом: почему ничего не меняется? Почему я чувствую себя застрявшим? Где же обещанный мне прорыв? Но даже в эти моменты тьмы ты не был покинут. Даже когда тишина казалась невыносимой, даже когда задержка казалась бесконечной, Бог готовил тебя. Каждая слеза, каждое разбитое сердце, каждая закрытая дверь не были наказанием. Это была подготовка. Тебя формировали и очищали для судьбы большей, чем ты можешь себе представить. Вы видели, как другие поднимались. Вы видели, как другие получали свои благословения, и голос внутри вас шептал: «А как же я?». Вы задавали вопросы, вы сомневались, вы боролись. Но эта борьба не ваше поражение, это ваше творение. Это огонь, который очищает вашу веру, буря, которая укрепляет ваш дух. И я говорю вам сейчас: не смотрите на поверхность, не обманывайтесь тенями, которые пытались скрыть ваше благословение. Ибо даже сейчас Бог движется. Даже сейчас ангелы работают. Даже сейчас двери готовятся широко распахнуться для вас. Но есть кое-что, что вы должны понять. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Самое большое препятствие на пути к вашей победе находится не вне вас. Это не люди, которые причинили вам боль, не обстоятельства, которые вас угнетали. Настоящий барьер находится внутри, ваши страхи, ваши сомнения, раны, которые вы все еще носите. Я вижу это непрощение, которое вы держали в себе, горечь, которую вы пытались забыть, но так и не освободили по-настоящему. Я вижу страх, который шепчет: «Ты недостоин». Я вижу сомнение, которое говорит: «Этого никогда не произойдет». Но сегодня эти цепи должны разорваться. Сегодня вас призывают открыть свое сердце, освободиться от боли, простить тех, кто обидел вас, даже если они никогда не просили прощения. Не ради них, а ради вас. Не потому, что они этого заслуживают, а потому, что вы заслуживаете свободы. Ибо я говорю вам эту истину: двери к вашему благословению уже предопределены на небесах. Изобилие, которое вы ищете, это недалекая мечта, это божественное обещание. Это ваше наследие, отложенное для вас еще до вашего рождения. Но это обещание проявится только тогда, когда ваше сердце будет готово принять его. Когда вы освободитесь от бремени прошлого, когда вы сбросите бремя, которое вы несли, вы освободите место для чудес, которых вы желаете. Вы не ждете Бога, дитя мое, Он ждет вас. Ждет, когда вы освободитесь, простите, поверите и подниметесь. Это ваш момент. Я знаю, что вы устали. Я знаю, что вы пытались и терпели неудачу. Но не обманывайтесь, ваши неудачи не были концом, они были тренировочной площадкой. Каждая неудача, каждая задержка, каждое разочарование были ступенькой, уроком, священной подготовкой. Ибо то, что должно произойти, это необычное благословение. Это божественная трансформация.
Но чтобы эта трансформация стала реальностью, вы должны быть готовы. Готовы в своем разуме, готовы в своем сердце, готовы в своем духе. Потому что то, что вы собираетесь получить, будет слишком велико для сердца, которое все еще обременено, слишком славно для разума, которое все еще затуманено страхом. Вы спрашиваете: но как я могу быть готов? Как я могу открыть свое сердце, когда оно так ранено? Как я могу снова доверять, когда меня предали? Как я могу верить, когда все вокруг меня, кажется, против меня? И я говорю вам, ваша вера не должна зависеть от ваших обстоятельств. Ваше доверие не должно быть привязано к тому, что вы видите. Даже когда мир вокруг вас трясется, даже когда тьма кажется непреодолимой, Бог движется. Бог действует способами, которые вы не можете видеть. Бог меняет сердце, перестраивает обстоятельства, выравнивает небеса, чтобы явить ваше чудо. Но Ему нужно, чтобы вы верили, даже когда вы не можете видеть. Это ваш подготовительный сезон. Это не наказание. Это священный процесс. Боль, которую вы перенесли, не должна была уничтожить вас, а укрепить. Тишина, которую вы испытали, была не оставлением, а божественным выравниванием. Ибо в этой тишине говорил Бог, говорил с вашей душой, исцелял скрытые раны, учил вас доверять не людям, а Ему. Каждая задержка была божественной стратегией, каждая закрытая дверь – перенаправлением к чему-то большему. Но теперь время пришло. Теперь двери вот-вот откроются. Теперь милость, о которой вы молились, вот-вот будет высвобождена. Но прежде чем это благословение проявится, вы должны подготовиться. Вы должны заглянуть внутрь себя. Вы должны противостоять теням, которые задержались в вашем сердце. Вы должны освободиться от обид, отказаться от страхов и обновить свою веру. Потому что эта победа не только о богатстве, не только об успехе, она о трансформации. Она о том, чтобы стать тем, кем вам всегда было суждено быть. Сосудом божественной славы, каналом небесного изобилия, светом, который невозможно скрыть. И я говорю вам сейчас, вы не зашли так далеко случайно. Вас направили сюда, потому что Бог выбрал этот момент, чтобы поговорить с вами, подготовить вас, дать вам силу. Преобразование, которое вы ищете, ближе, чем вы думаете. Но вы должны остаться. Вы должны слушать. Потому что то, что грядет дальше, изменит все. Не отворачивайтесь, не поддавайтесь отвлечениям. Ибо тот самый ключ, в котором вы нуждаетесь, откровение, о котором вы молились, вот-вот будет вложено в ваши руки. Но оно не придет ни к отвлеченным, ни к сомневающимся. Оно придет к тем, кто готов принять, готов поверить, готов стать тем человеком, которым ему суждено быть. И ты в одном шаге от этого. Оставайся. Слушай. Принимай. Ибо следующие слова могут оказаться тем самым ключом, который откроет твою божественную судьбу. Слушай внимательно, потому что то, что ты сейчас услышишь, не совпадение. Нет, дитя мое, этот момент не случайность. Тебя. Сюда направила сила, превосходящая твое понимание, тебя вела невидимая рука, которая знает твое сердце, твои трудности, твои мечты и твои самые сокровенные желания. Есть что-то, что ты должен услышать, что-то, что ты должен получить. И это не просто слова, это божественное откровение, священный ключ, который вкладывается в твои руки прямо сейчас, ключ, который откроет победу, которую ты ждал, о которой молился, который тосковал. Но прежде чем вы получите этот ключ, вы должны понять правду о своем путешествии. Вы сталкивались с сомнениями, не так ли? Вы шли по долинам смятения, блуждали в пустынях ожидания. Вы молились со слезами на глазах,
вы взывали в тишине, спрашивая: «Когда, Господи? Когда придет мой прорыв?» И в те моменты вы, возможно, задавались вопросом, забыли ли вас небеса. Но я здесь, чтобы сказать вам, вы никогда не были забыты. Вы никогда не были брошены. Каждый момент вашей борьбы, каждый сезон вашего ожидания были божественной подготовкой. Вас не наказывали, вас готовили. Ваши слезы поливали семена вашего собственного преображения. Но вы должны знать это. Величайшее препятствие к вашей победе находится не вне вас. Оно не в людях, которые причинили вам боль, не в обстоятельствах, которые вас предали, не во тьме, которая пыталась вас поглотить. Нет, настоящее препятствие находится внутри вас. Это ваши страхи, ваши сомнения, незалеченные раны, которые вы носите, молчаливый гнев, который пустил корни в вашем сердце. Это горечь, которую вы держали, непрощение, которое вы пытались скрыть, но которое все еще тяготеет над вашей душой. Это цепи, которые связали вас, стены, которые удерживали вас от вашей судьбы. Но даже сейчас Бог зовет тебя. Он не просит тебя быть совершенным, но Он просит тебя быть открытым. Открыть свое сердце, освободиться от бремени, которое ты так долго нес, простить не потому, что они этого заслуживают, а потому, что ты заслуживаешь свободы. Отпустить не потому, что это легко, а потому, что это единственный путь вперед. Потому что двери, которые ты стремишься открыть, уже приготовлены на небесах, но они проявятся только тогда, когда твое сердце будет готово их принять. Да, дитя мое, твоя победа уже предопределена. Благословения, которых ты ищешь, изобилие, которого ты желаешь, мир, которого ты жаждешь, все это уже записано в божественном плане для твоей жизни. Но сокровища небес не могут быть излиты в сердце, полное горечи, или в дух, который омрачен сомнениями. Если ты хочешь увидеть чудеса, о которых ты молился, ты должен сначала подготовить себя. Ты должен освободить себя от боли, которую ты нес, очистить свою душу от сомнений, которые отравили твою веру. Вы можете спросить: как я могу отпустить, когда мне причинили такую глубокую боль? Как я могу простить, когда раны еще свежи? И я скажу вам следующее: прощение – это не чувство, это выбор. Это решение освободиться от власти, которую боль имеет над вами. Это ключ, который открывает тюрьму горечи. Это священный ключ, который готовит ваше сердце к благословениям, которые вы собираетесь получить. Потому что то, что грядет, это не просто маленькое благословение, не просто момент облегчения, а трансформация. Божественный сдвиг, который изменит все, но он начинается внутри вас. Это момент решения. Будете ли вы цепляться за боль или отпустите ее? Будете ли вы держаться за горячь или простите? Позволите ли вы своим сомнениям доминировать над вами или подниметесь в вере? Потому что выбор за вами. Бог готов открыть шлюзы небес над вашей жизнью, но Он ждет, когда вы подготовите сосуд вашего сердца. Он готов излить свое изобилие, но Ему нужно, чтобы вы были добровольным получателем. Он готов поднять вас, благословить вас, преобразить вас, но вы должны быть готовы принять. Вы ближе, чем вы думаете. Ваша победа ближе, чем вы осознаете. Даже сейчас, пока вы слушаете, небеса движутся. Ангелы отправляются. Ситуации перестраиваются в вашу пользу. Люди, которых вы никогда не встречали, располагаются так, чтобы открыть вам двери. Но не обманывайтесь, эти благословения не придут к тем, кто отвлечен, к тем, кто озлоблен, к тем, кто отягощен прошлым. Они придут к тем, кто готов. Готов в своих сердцах, готов в своих духах, готов принять. Видите ли, вот почему ожидание было необходимо.
Вот почему тишина была священной. Вот почему боль имела цель. Это было не наказание, это была подготовка. Потому что грядущее благословение слишком велико для раненого сердца, слишком славно для духа, скованного сомнениями. Вас не просто готовят к победе, вас готовят к трансформации. К божественной встрече, которая не только изменит ваши обстоятельства, но и изменит саму вашу личность. Теперь вы понимаете, речь идет не только о получении благословения. Речь идет о том, чтобы стать тем, кто может нести благословение, не будучи уничтоженным им. Речь идет о том, чтобы стать тем, чья вера не поколеблена испытаниями, чья любовь не отравлена горечью, чья надежда не угасает отсрочками. Речь идет о том, чтобы стать сосудом божественного света, каналом небесного изобилия. И я говорю вам сейчас, вас направили сюда, потому что это ваш момент. Ключ к вашей победе уже доставлен, но вы должны быть готовы принять его. Вы должны быть готовы простить, отпустить, снова поверить. Это не послание для кого-то другого, оно для вас. Бог говорит с вашим сердцем. Эта ваша жизнь вот-вот преобразится. Но вы должны быть готовы. Оставайся. Не отворачивайся. Не позволяй своим сомнениям утащить тебя назад. То, что грядет дальше, изменит все. Секреты победы, тайны божественного изобилия, откровения, которые откроют твой прорыв, все это вот-вот откроется. Но только тем, кто готов, только тем, кто открыт, только тем, кто верит. Вы ждали достаточно долго. Вы боролись достаточно долго. Но время ожидания закончилось. Время победы близко. Двери вот-вот откроются, благословения вот-вот хлынут. Но это начинается здесь. Это начинается сейчас. Это начинается с вас. Оставайтесь со мной. Потому что то, что вы сейчас услышите, изменит вашу жизнь. Это будет ключ, который откроет вашу божественную судьбу. Есть история, древнее чудо, божественное откровение, зарытое на страницах Писания, которое перекликается с тем самым посланием, которое вам нужно услышать сегодня. Это история молодого человека по имени Иосиф, человека, который стоял на перекрестке боли и обещания, чья жизнь была свидетельством божественной истины, которую вы собираетесь получить. Ведь путешествие Иосифа было не просто рассказом о страданиях, это было откровением того, как божественная подготовка, терпение, послушание и непоколебимая вера могут превратить даже самые темные испытания в самые яркие победы. Иосиф был молодым человеком с мечтой. Мечтой, данной ему Богом видением величия, обещанием лидерства и судьбой, которая вознесет его высоко. Но путь к этой судьбе начался не с короны или трона. Нет, он начался с предательства. Его собственные братья, полные зависти и горечи, сговорились против него. Они сорвали с него одежду, символ любви его отца, и бросили его в яму, темное, холодное и пустое место. И в этой темноте Иосиф вкусил горькое жало отвержения не от чужих, а от собственной плоти и крови. Можете ли вы представить себе боль, которую он чувствовал? Крики, которые эхом раздавались в той пустой яме. Вопросы, которые, должно быть, наполняли его сердце. Почему, Боже? Зачем ты дал мне сон, только чтобы ввергнуть меня в отчаяние? Но даже в этой тьме Бог действовал. Даже в этой яме разворачивался божественный план. Ибо путешествие Иосифа было не историей поражения, а путем подготовки. То, что его братья замышляли как зло, Бог уже планировал обратить во благо. Проданный в рабство, лишенный свободы, Иосиф оказался на чужбине, прислуживая в доме египетского чиновника по имени Потифар. Но даже в этом месте рабства благоволение Божие не покидало его.
Все, к чему прикасался Иосиф, процветало. Он поднимался по служебной лестнице, завоевывая доверие своего хозяина. Но как только свет начал светить в его тьме, произошло еще одно испытание. Ложно обвиненный в преступлении, которого он не совершал, преданный ложью, Иосиф был брошен в тюрьму. Из ямы в тюрьму еще одно падение, еще один момент тьмы. Но даже здесь, в глубинах тюрьмы, присутствие Бога никогда не покидало его. Ибо хотя мир видел цепи, небеса видели подготовку. Хотя люди видели заключенного, Бог видел лидера в становлении. И Иосиф не поддался злобе. Он не сдался отчаянию. Его вера зависела не от обстоятельств, а от неизменной верности его Бога. И из-за этой непоколебимой веры даже тюрьма не могла удержать его судьбу. Ибо в той темной, забытой камере дар Иосифа начал сиять. Тот самый дар, который принес ему утверждение, его способность мечтать, видеть видение, теперь стал его ключом к свободе. Двое заключенных, обеспокоенных снами, обратились к Иосифу за ответами, и с божественной мудростью он истолковал их сны. И хотя это казалось забытым, хотя тот, кто был освобожден, ушел без благодарности, Бог не забыл. Видите ли, божественное время никогда не торопится. То, что кажется задержкой, часто является божественной подготовкой. И в идеальный момент сам фараон, царь Египта, был обеспокоен снами. Снами, которые никто не мог понять. Но был тот, кто был подготовлен, тот, кто был обучен в тенях отвержения, тот, кто был очищен в огне невзгод. Иосиф был призван, выведен из тьмы темницы на свет дворца. И, стоя перед фараоном, со смирением и верой, он открыл тайны Бога. Он говорил с мудростью, он толковал сны, и в одно мгновение все изменилось. Из заключенного в премьер-министра, из забытого в любимого, преображение Иосифа было полным. Те самые страдания, которые должны были уничтожить его, стали сценой для его божественного возвышения. Но история не заканчивается успехом Иосифа. Ведь истинная победа заключается не только в возвышении, но и в исцелении и прощении. Когда голод поразил землю, когда народы голодали, именно мудрость Иосифа сохранила жизнь. И среди тех, кто пришел в поисках пищи, были его собственные братья, те самые, которые предали его. Они пришли, преклонились перед ним, не подозревая, что этот великий правитель был братом, которого они продали в рабство. И в тот момент сердце Иосифа могло бы наполниться горечью, местью. Но он выбрал более великий путь. Он выбрал прощение. Он решил увидеть не раны своего прошлого, а цель своего путешествия. Со слезами на глазах он открылся своим братьям не с гневом, а с любовью. «Не бойтесь», — сказал он им, — «вы замышляли против меня зло, но Бог замышлял этого блага, чтобы спасти много жизней». И вот откровение. То, что должно было сломать вас, может стать тем самым, что возвысит вас. То, что должно было уничтожить вас, может стать основой вашей судьбы. Но только если вы готовы простить, отпустить, довериться божественному плану, который всегда работает для вашего блага. История Иосифа – это не просто древняя сказка, это божественное зеркало вашего собственного пути. Вы столкнулись с отвержением. Вы прошли сквозь тьму. Вас предали, не поняли, забыли. Но как Бог был с Иосифом в яме, в тюрьме, во дворце, так Он и с вами. Каждое испытание, с которым вы столкнулись, было не наказанием, а подготовкой. Каждая пролитая вами слеза не была напрасной, но поливала семена вашего будущего урожая. Но есть кое-что, что вы должны понять. Так же, как судьба Иосифа не проявилась, пока он не был готов простить, пока он не был готов отпустить боль, так и ваша победа придет только тогда, когда вы откроете свое сердце.
когда вы решите отпустить горячь, когда вы решите увидеть дальше боли. Ибо тот же Бог, который превратил страдания Иосифа в спасение, работает в вашей жизни. Он устраивает обстоятельства, меняет сердце, готовит перед вами стол благословения. Но ему нужно, чтобы ваше сердце было готово. Потому что то, что грядет, это не просто благословение для вас, это преображение, которое благословит многих. Победа Иосифа была не только о нем, она была о бесчисленных жизнях, которые он спас. И ваше преображение – это не только ваша свобода, это жизни, которых вы коснетесь, свет, который вы принесете, надежда, которую вы понесете другим. Но сначала вы должны быть готовы поверить, что ваша боль имеет цель. Вы должны быть готовы увидеть, что ваши страдания никогда не были концом, но началом чего-то божественного. Это ваш момент откровения. Ключ к вашей победе сейчас вручается вам. Но вы должны быть готовы принять его. Вы должны быть готовы простить, освободить, подняться над тьмой. Потому что, как и Иосиф, ваша история вот-вот изменится. Ваша тюрьма вот-вот станет вашим дворцом. Ваши слезы вот-вот станут вашим свидетельством. Ваши страдания вот-вот станут вашей сценой для славы. Не позволяй боли прошлого удержать тебя от обещания будущего. Не позволяй горечи предательства удержать тебя от благословения, которое ждет тебя. Бог с тобой. Он был с тобой все это время, даже во тьме, даже в тишине. И теперь, как Он воскресил Иосифа, как Он преобразил его историю, Он собирается преобразить твою. Оставайтесь со мной, потому что это откровение только начало. Тот же Бог, который двигался ради Иосифа, движется ради вас. И то, что будет дальше, превосходит все, что вы можете себе представить. Ваша история не окончена. Она только начинается. Откройте свое сердце, ибо то, что вы собираетесь получить, это не просто сообщение, это божественное откровение, священная истина, которая изменит ваш взгляд на свою жизнь. Вас направили сюда не случайно, а рукой небес. Даже сейчас, когда вы читаете эти слова, вы стоите на пороге глубокой трансформации. Вам был вручен ключ, который откроет двери изобилия, мира, исцеления и процветания. И это не отдаленное обещание. Это настоящая реальность. Вы уже благословлены. Не позволяйте своим сомнениям обмануть вас. Не позволяйте теням вашего прошлого ослепить вас. Благословение, которое вы ищете не где-то далеко, это не то, что вы должны заслужить или достичь. Оно уже ваше, предопределено небесами, записано в божественном плане вашей жизни. Вы не боретесь за благословение, вы идете в благословение, которое уже было уготовано для вас. Еще до вашего рождения Бог знал вас. Еще до вашего первого вздоха Он задумал судьбу, наполненную целью, изобилием и победой. Борьба, с которой вы столкнулись, не была признаком отказа. Это были ступеньки, готовящие вас к получению того, что уже принадлежит вам. Представьте себе на мгновение огромный океан божественных благословений, волны изобилия, текущие без конца. Это реальность Божьей любви к вам. Он недалекая, равнодушная сила. Он ваш Создатель, ваш Отец, ваш Обеспечитель. Он знает ваши нужды еще до того, как вы их произнесете. Он видит слезы, которые вы выплакали, молчаливые битвы, которые вы вели. И даже когда казалось, что небеса молчат, Он был с вами. Даже когда ответы задерживались, Он работал за кулисами. Ибо Его обещание вам ясно: «Я никогда не оставлю тебя и не покину тебя». И благодаря этому вы уже благословлены. Но что значит быть благословенным? Это значит,
что вы не одиноки в своих битвах. Это значит, что даже в самые темные моменты вы окружены божественной благосклонностью. Это значит, что двери, которые вы никогда не представляли, уже готовятся открыться. Это значит, что даже планы ваших врагов превратятся в ступеньки к вашей победе. Ибо так же, как страдания Иосифа стали сценой для его возвышения, так и ваши трудности станут основой вашего прорыва. То, что должно было навредить вам, будет преобразовано, чтобы благословить вас. То, что казалось задержкой, было божественной установкой для чего-то большего. Вы уже благословлены миром, превосходящим всякое понимание. Даже когда вокруг вас бушуют бури, божественное спокойствие изливается в ваше сердце. Даже когда другие дрожат от страха, вы будете стоять твердо, потому что ваш мир не зависит от обстоятельств, он укоренен в верности Бога. Вы уже благословлены мудростью, которая проведет вас через все испытания божественным прозрением, которое откроет решение там, где другие видят только проблемы. Вы будете видеть с ясностью, вы будете понимать с глубиной, потому что вы не ходите во тьме, вы ходите в свете божественной истины. Вы уже благословлены божественным обеспечением. Ваши нужды будут удовлетворены, ваш стол будет полон, ваши хранилища будут переполнены. И это касается не только денег, это касается изобилия во всех сферах вашей жизни. Изобилие радости, изобилие любви, изобилие возможностей. Даже когда кажется, что вокруг вас недостаток, вы будете ходить в божественном обеспечении. Ибо Бог – ваш пастырь, и вы не будете нуждаться. Он поведет вас к водам тихим, Он подкрепит вашу душу. Даже в пустыне вы найдете реки благословения. Даже в дикой местности манна будет падать с небес. Но видите ли вы это? Вы действительно верите в это? Ведь величайшее препятствие к вашему благословению находится не вне вас, оно внутри вас. Это сомнение, которое шепчет: «Может быть, это не для меня». Это страх, который говорит: «А что, если я потерплю неудачу?» Это голос прошлого, который напоминает вам о ваших ошибках, ваших неудачах, ваших ранах. Но сегодня эта ложь должна быть заглушена. Потому что правда больше, чем тени ваших сомнений. Правда в том, что вы избраны. Вы любимы. Вы предназначены для величия. И благословения Бога не основаны на вашем совершенстве, они основаны на Его любви. Они не заработаны, они получены. Вы уже благословлены силой, которая не подведет. Даже когда вы чувствуете себя слабым, даже когда ваша собственная сила, кажется, угасает, божественная сила поднимет вас. Так же, как Давид противостоял Голиафу не своей собственной мощью, а силой Бога, так и вы противостоите гигантам своей жизни. Когда другие падают, вы поднимаетесь. Когда другие сдаются, вы выстоите. Потому что ваша сила исходит не от ваших собственных способностей, она исходит от Духа Божьего внутри вас. И эта сила не только для выживания, она для победы. Вы уже благословлены божественной защитой. Ангелы окружают вас, охраняют вас, сражаются за вас. Даже когда подстерегает опасность, даже когда нависает тьма, вы не одиноки. Битва не ваша, а Божья. И Он уже объявил вас победителем. Оружие может быть создано против вас, но оно не будет успешным. Ловушки, которые были расставлены для вашего падения, станут теми самыми местами, где вы подниметесь. Ибо уповающие на Господа подобны горе Сион, которое не поколеблется, но будет стоять вечно. И вы уже благословлены будущим, полным надежды. Ваше прошлое не определяет вас. Ваши ошибки не отменяют вашу судьбу. Потому что ваша история не закончена, она только начинается. То, что лежит перед вами,
больше, чем все, что вы оставили позади. Даже сейчас Бог открывает новые двери, создает новые возможности, организует божественные связи. То, что вы считали потерянным, будет восстановлено. То, что вы считали невозможным, станет вашим свидетельством. Но вот божественный секрет, вы должны верить в него. Ибо благословение, которое не получено, это благословение, потраченное впустую. Вы должны видеть себя такими, какими вас видит Бог, избранными, благословенными, возлюбленными. Вы должны говорить жизнь над собой, провозглашая Его обещания над своей жизнью. Вы должны ходить в вере, даже когда вы не видите доказательств. Потому что вера – это ключ, который открывает благословения, которые уже приготовлены для вас. И вы должны подготовить себя не только с верой, но и с благодарностью. Еще до того, как откроются двери, начните благодарить Бога. Еще до того, как проявится чудо, начните восхвалять Его. Ибо благодарность – это язык веры. Когда вы благодарите Бога заранее, вы заявляете, что доверяете Его верности. Вы говорите, что верите не из-за того, что видите, а из-за того, кем Он является. Поэтому пусть ваше сердце наполнится благодарностью. Поблагодарите Его за двери, которые Он открыл, и за двери, которые Он закрыл. Поблагодарите Его за силу выносить, за мудрость понимать, за мир, который хранит ваше сердце. Поблагодарите Его за благословения, которые уже высвобождаются даже до того, как они появляются. Потому что это ваша реальность, вы уже благословлены. И я говорю вам сейчас, время вашего ожидания закончилось. Сезон вашего преображения уже здесь. Ключ к вашей победе был доставлен вам. Но вы должны выбрать верить в Него, принять Его, ходить в Нем. Ибо благословение Божье – это не просто обещание на будущее, это настоящая реальность, божественная истина, которая уже написана в вашей жизни. Вы благословенны. Вы избраны. Вы любимы. И ваша жизнь вот-вот станет свидетельством божественной благодати, живым доказательством силы веры. Оставайтесь со мной, потому что то, что грядет дальше, раскроет секреты поддержания этого благословения, тайны жизни в божественном изобилии каждый день вашей жизни. Но сейчас знайте одно – вы уже благословлены сверх меры. И ничто не может отнять это благословение. Небесный Отец, всемогущий и вечный Бог, я прихожу к Твоему святому присутствию не своей собственной силой, но Твоей божественной благодатью. Я стою здесь сейчас в благоговении перед Твоей любовью, в благоговении перед Твоей силой, в благоговении перед мудростью, которая направляла меня, даже когда я не понимал. Ибо Ты Бог, который был со мной в начале, который ходил со мной по каждой долине, который видел мои слезы, слышал мои крики и знал безмолвную борьбу моего сердца. Даже когда я сомневался, даже когда я спотыкался, Твоя рука никогда не отпускала меня. И поэтому я начинаю эту молитву с благодарения, ибо Ты был моим убежищем, моей крепостью, моим светом во тьме. Господь, я помню историю Иосифа, человека, который мечтал о величии, но был брошен в яму отчаяния. Его предали те, кого он любил, забыли во тьме тюрьмы, но Ты никогда не забывал его. Ибо даже в его страданиях Ты был с ним. Даже когда мир видел поражение, Ты видел подготовку. И так же, как Ты превратил его боль в путь к славе, я верю, что Ты делаешь то же самое для меня. Я мог столкнуться с отвержением, предательством и периодами ожидания, но я заявляю сейчас, что мои страдания – это не конец, это начало моего божественного преображения. Отец, Твое слово говорит в Бытии 50:20, Ты хотел навредить мне, но Бог обратил это во благо, чтобы сделать то, что сейчас делается для спасения многих жизней. И поэтому я стою в этой истине.
То, что враг намеревался для моего уничтожения, ты превращаешь в мое избавление. То, что должно было сломить меня, становится основой моего прорыва. Я отпускаю боль прошлого, я отпускаю горечь, которую я держал, я выбираю прощать тех, кто обидел меня, не потому, что они этого заслуживают, а потому, что я заслуживаю свободы. Я выбираю отпустить раны, которые тяготили меня, потому что я знаю, что не смогу войти в полноту своего благословения с сердцем, отягощенным прошлым. Господь, я открываю Тебе свое сердце. Я прошу мужества прощать, силы освобождать, благодати доверять Тебе, даже когда я не понимаю. Так же, как Иосиф поднялся из тюрьмы во дворец, я верю, что я тоже готовлюсь к возвышению. Возможно, я не вижу полноты Твоего плана сейчас, но я верю, что Твои пути выше моих путей, Твои мысли выше моих мыслей. Ибо Твое Слово провозглашает в Иеремии 29:11: «Ибо я знаю намерения, которые имею о Тебе, говорит Господь, намерения во благо Тебе, а не во зло Тебе, намерение дать Тебе надежду и будущность». И поэтому я покоюсь в этом обещании. Я не оставлен. Я не забыт. Я избран, я любим, я предназначен для величия. Отец, я обращаюсь ко всем страхам, ко всем сомнениям, ко всем голосам, нашептывающим ложь в мое сердце. Я заставляю их замолчать во имя Иисуса. Я заявляю, что меня не определяют мои неудачи, не ограничивают мои ошибки, не связывает мое прошлое. Ибо Твое Слово провозглашает во 2 Коринфянам 5:17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. И поэтому я стою в этой истине, я новое творение. Я не тот, кем был раньше. Я тот, кем Ты меня называешь. Я благословен, я пользуюсь благосклонностью, я избран, я победитель. Я провозглашаю жизнь над собой. Я заявляю, что я благословлен божественной мудростью, что я буду принимать решения, руководствуясь Твоим Духом. Я заявляю, что я благословлен божественной милостью, что двери откроются для меня, возможности найдут меня, и я буду ходить в изобилии. Я заявляю, что я благословлен божественной защитой, что никакое оружие, созданное против меня, не будет успешно. Я заявляю, что я благословлен божественным миром, что даже посреди бури мое сердце будет спокойно, потому что я знаю, что Ты со мной. Господь, я прошу Твоей силы, ибо Твое Слово провозглашает в Исаии 40:31: «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Я не ослабею. Я не сдамся. Я преодолею все препятствия, ибо моя сила не моя собственная, она исходит от Тебя. Когда я слаб, Ты силен. Когда я утомлен, Ты мой покой. Когда я потерян, Ты мой проводник. Ты мой пастырь, и я ни в чем не буду нуждаться. И, Отец, я молюсь о ясности. Дай мне увидеть то, что находится за поверхностью, дай мне понять Твое божественное время. Даже когда ответ кажется отложенным, даже когда прорыв кажется далеким, помоги мне верить, что Ты действуешь в тишине. Так же, как Ты поставил Иосифа на его божественное возвышение, я верю, что Ты ставишь меня на это место. Даже в скрытых местах, даже в ожидании Ты все устраиваешь для моего блага. Ибо Твое Слово провозглашает в послании к Римлянам 8:28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействуют ко благу. И я знаю, что я призван. Я знаю, что я избран. Я знаю, что моя история не окончена. Господь, я прошу о сердце, которое готово принять. Удали все сомнения, все страхи, все укоренившиеся заблуждения. Пусть мое сердце станет сосудом веры, святилищем мира, обителью Твоего Духа.
Наполни меня своим присутствием. Пусть мои слова говорят о жизни, пусть мои мысли будут наполнены надеждой, пусть мои действия отражают Твою любовь. Я не узник своего прошлого, я сосуд Твоей славы. Я не определяюсь своими трудностями, я предназначен для победы. И поэтому я заранее благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за двери, которые вот-вот откроются. Я благодарю Тебя за благословения, которые вот-вот хлынут. Я благодарю Тебя за мир, который наполняет мое сердце, мудрость, которая направляет мои шаги, силу, которая возвышает мой дух. Я благодарю Тебя за отношения, которые будут восстановлены, возможности, которые откроются, чудеса, которые проявятся. Я благодарю Тебя, потому что знаю, что я уже благословлен. Я не жду благословений, я хожу в благословениях, которые Ты уже приготовил для меня. Так же, как страдания Иосифа стали сценой его славы, я верю, что моя боль становится моей платформой для победы. То, что должно было уничтожить меня, становится моим свидетельством. То, что должно было заставить меня замолчать, становится моей песней хвалы. Я не буду побежден, ибо я стою в тени всемогущего. Я не буду забыт, ибо мое имя написано на ладони Твоей руки. Я не буду отвергнут, ибо то, что Ты обещал, Ты исполнишь. Отец, я запечатываю эту молитву во имя Иисуса. Я стою в вере, я хожу в победе, я живу в Твоем благословении. Никакое оружие, сделанное против меня, не будет успешно, ибо я покрыт Твоей благодатью. Я не просто надеюсь на победу, я хожу в ней. Я не просто молюсь о прорыве, я живу в ней. Я не просто ищу благословения, я уже благословлен. И когда я произношу эту молитву, я чувствую, как бремя уходит, цепи рвутся, тени рассеиваются. Я стою в свете Твоей любви, я стою в силе Твоего обещания. Я получаю свое благословение. Я получаю свое преображение. Я получаю ключ к своей победе. Во имя могущественного, несравненного Иисуса я молюсь. Аминь. И теперь, мой дорогой, мы стоим в конце этого священного путешествия, но на самом деле это только начало. Ибо слова, которые вы получили, откровения, которые были сказаны, благословения, которые были объявлены, это не просто слово, призванные вдохновить вас на мгновение. Это божественные ключи, которые вы искали, священная истина, которая была доставлена вам в этот самый момент. Вы не те, какими были, когда вы только начинали. Вас направили сюда не по совпадению, а по божественному замыслу. Вы были подготовлены, вы были преобразованы, вы были поставлены на величие. Даже пока я говорю, я хочу, чтобы вы поняли нечто глубокое. Вы не просто слушатель, вы участник божественной встречи. Вы получили ключ, который может открыть двери изобилия, исцеления, мира и процветания в вашей жизни. Но ключ не имеет силы, пока его не используют. И поэтому я спрашиваю вас сейчас, что вы будете делать с тем, что вы получили? Вы позволите этому моменту пройти, как мимолетному ветерку? Или вы возьмете этот ключ, используете его и шагнете, но вы должны в это верить. Вы должны это видеть. Ибо благословение, в которое не верят, не может быть получено. И поэтому я спрашиваю вас сейчас, вы верите? Вы верите, что вы избраны? Вы верите, что вы благословенны? Вы верите, что ваша победа уже предопределена на небесах? Потому что это истина, и это истина, которая имеет силу изменить все. Но она должна начаться в вашем сердце. Она должна начаться с вашей веры. И я говорю вам это, путешествие не заканчивается здесь. То, что вы получили, это только начало. Вы сделали первый шаг,
но вас ждет гораздо больше. Секреты божественного изобилия, тайны жизни в постоянной победе, ключи к раскрытию вашего полного потенциала – все это еще впереди. И я не хочу, чтобы вы это упустили. Я не хочу, чтобы вы ушли и забыли то, что было заложено в вашем сердце. Потому что враг не хотел бы ничего больше, чем чтобы вы услышали эти слова и остались неизменными. Он хотел бы, чтобы вы помнили свое прошлое, сосредоточились на своих неудачах, усомнились в своей судьбе. Но я выступаю против всякой лжи, всякого страха, всякого сомнения, которые пытались удержать вас в плену. Я заявляю, что вы свободны. Я заявляю, что вы поднимаетесь. Я заявляю, что ваша история переписывается рукой небес. Но вы должны оставаться на связи. Вы должны оставаться в этом божественном потоке откровения. Ибо как семени нужна вода и свет для роста, так и вашей вере нужна постоянная подпитка. Не позволяйте этому стать концом. Пусть это будет началом путешествия, которое глубже погрузит вас в тайны божественного благословения. Пусть это будет началом преобразования, которое коснется каждой сферы вашей жизни. И поэтому я приглашаю вас остаться со мной. Не уходите от этой божественной встречи. Не возвращайтесь к теням сомнений. То, что грядет дальше, затянет вас еще глубже. Вы узнаете, как жить в божественном изобилии, как сохранять полученные благословения, как стать проводником небесного света для окружающих. И это касается не только вас, это касается тех, кого вы коснетесь, тех, кого вы вдохновите, тех, кого вы приведете к их собственной победе. Оставайтесь на связи. Присоединяйтесь ко мне в этом путешествии откровения. Не позволяйте семенам, посаженным в вашем сердце, увянуть. Не позволяйте свету истины быть омраченным тьмой сомнений. Потому что это ваш момент. Это ваше время. Вы здесь не случайно. Вы здесь по божественному назначению. И тот же Бог, который начал эту работу в вас, завершит ее. Итак, завершая эту священную встречу, я произношу над вами последнее благословение. Я заявляю, что вы благословенны утром, благословенны вечером, благословенны в вашем приходе и благословенны в вашем уходе. Я заявляю, что вы благословленны мудростью, которая будет направлять ваши шаги, благосклонностью, которая откроет двери, миром, который будет охранять ваше сердце. Я заявляю, что вы благословлены божественной защитой, что никакое оружие, созданное против вас, не будет успешно. Я заявляю, что вы благословлены божественным обеспечением, что даже во времена нехватки вы будете ходить в изобилии. Я заявляю, что вы благословлены будущим, полным надежды, что лучшее еще впереди. Помните об этом, вы уже благословлены. Вы уже избраны. Вы уже победители. И грядущая победа – это не просто изменение ваших обстоятельств, это трансформация вашего сердца, вашего разума, вашего духа. Вы вступаете в новый сезон, сезон божественной благодати, сезон сверхъестественного прорыва. И пока вы идете в этом благословении, я приглашаю вас остаться. Со мной продолжить это путешествие. Еще многое предстоит открыть, еще многое открыть, еще многое пережить. Ваша история не окончена, она только начинается. Так что возьмите этот ключ, используйте его и смело шагните в божественную победу, которая вас ждет. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да воссияет над тобой Его лицо и будет милостив к тебе. Да обратит Он на тебя свое лицо и дарует тебе мир. Во имя могущественного Иисуса я благословляю тебя. И я с нетерпением жду встречи с вами в следующем откровении, потому что ваш путь трансформации только начался. Оставайтесь со мной, и вместе мы войдем в полноту божественного изобилия Бога.
Аминь.